В одном из видео я словами вот этого уважаемого кардиолога сказал, что наш организм тратит огромные усилия на то, чтобы убрать этот жир, который начинает портиться, начинает окисляться, утилизировать его. Все это приводит к системному воспалению. и у многих подгорело. Как он может портиться, окисляться и воспаляться? Вот лишь часть комментариев. А вот лишь часть статей на эту тему, которые я нашел на ресурсе PubMed, который всеми врачами почитается как надежная библиотека проверенных исследований. Жир жиру рознь. Белый подкожный жир чаще всего оказывается предметом ненависти, потому что образуют всякие складочки и целлюлит. Но существует другой жир. Самый коварный, самый воспалительный и самый опасный. Он буквально разрушает ваше тело изнутри. Именно он создает основные риски для здоровья. Он увеличивает риск диабета, инфаркта, рака желудка и кишечника, рака молочной железы. Он усиливает инсулинорезистентность тканей, вызывает ожирение печени и нарушение работы поджелудочной. Это все висцеральный жир. И этот жир находится внутри, вокруг внутренних органов, вдоль кишечника, в сальнике. И когда его содержание в организме, в теле становится избыточным, он может даже находиться между клетками внутренних органов, печени, поджелудочной железы. И это не просто пассивный запас калорий, нет. Это очень активная ткань, которая ведет себя совсем не так, как жир у нас под кожей. По сути, этот висцеральный жир – это огромная химическая фабрика в нашем теле. Она постоянно производит и рассылает по всему организму мощные химические сигналы. И эти сигналы могут влиять на работу самых разных органов, в том числе и сердца. Но и, как вы понимаете, когда эта фабрика выходит из-под контроля, начинаются серьезные проблемы. Например, у мужчин этот вид жира начинает понижать уровень тестостерона, естественно, идет смещение к женским гормонам, и мужчина просто перестает быть мужчиной. Оттуда все последствия. Плохое настроение, плохое самочувствие, ну и проблема в сексуальной жизни. В норме жировая ткань секретирует гормоны и сигнальные молекулы, которые защищают организм. Адипонектин, лептин в физиологических количествах, противовоспалительные цитокины. Это состояние называют метаболически здоровой жировой тканью. Когда висцерального жира становится много, он начинает окисляться, тем самым привлекает клетки иммунной системы. Такие клетки, как макрофаги, сигнальные клетки нашей иммунной системы. Макрофаги, взаимодействуя с клетками жировой ткани, выпускают сигнальные вещества, которые называются альфа-тумор-некротический фактор, интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6. И эти вещества стимулируют иммунную систему и запускают процессы хронического воспаления. То есть избыточный висцеральный жир вызывает процессы воспаления. Висцеральный жир – это не просто инертный запас энергии, это активная эндокринная ткань, вырабатывающая воспалительные сигналы и особые молекулы – церамиды. Именно церамиды – ключевое звено в запуске инсулинорезистентности. Что же они делают? Когда в клетку поступает инсулин, он должен запустить в нее цепь сигналов, которая приводит к активации белка АКТ и перемещению переносчиков глюкозы ГЛЮТ4 к мембране. Только тогда глюкоза может попасть внутрь. Церамиды блокируют эту цепочку. Они подавляют работу АКТ, и сигнал от инсулина обрывается. Внешне все выглядит нормально. Инсулин есть, рецептор есть, но клетка не пускает глюкозу. Это и есть инсулинорезистентность. Снижение чувствительности клеток к инсулину приводит к тому, что инсулин начинает повышаться. Повышение инсулина активизирует голод. Голод заставляет людей больше есть. Когда люди больше едят, происходит избыточное отложение жиров. Избыточное отложение жиров приводит к воспалению. Воспаление снижает чувствительность к инсулину. Круг порочный замыкается. И этот системный хронический воспалительный процесс является серьезной угрозой для нашего здоровья. Но это еще не все. Долгое время врачи не могли понять причины сердечной недостаточности. Условно говоря, у нее есть два типа. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, то есть СНСФВ. И тут слабое сердце, понятно, да, что оно не может качать кровь. Но вот второй тип, сердечная недостаточность с нормальной фракцией выброса, до недавних пор была неразгаданной загадкой. Жесткость стенки левого желудочка при таком типе сердечной недостаточности увеличивается настолько, что не может достаточно расслабиться, чтобы наполниться кровью. И такие случаи стали самыми частыми, неся с собой целый букет, на первый взгляд, не связанных друг с другом болезней. Существует два крупнейших наблюдательных массива данных. Слева биобанк, справа исследование Фремингем. В обоих случаях видно, что наличие висцеральной адипозности, то есть висцерального жира, предсказывает за много лет появление сердечной недостаточности. Только вдумайтесь, около 96% обследованных пациентов имели висцеральное ожирение, то есть связь очень четкая. Для того, чтобы понять, есть у вас абдоминальное ожирение или нет, нужно сделать несколько простых замеров. Возьмите сантиметровую ленту, встаньте и измерьте окружность живота в районе талии на 2 пальца выше пупка.
Если быть совсем точным, то нужно найти последнее ребро, которое у вас прощупывается, и верхнюю часть подвздошной кости, такой тазовый масол. Далее будет ровно между этими двумя точками. Измерение проводится на выдохе. Лента должна лежать ровно, не впиваться в кожу и при этом быть примерно параллельно полу. Итак, если вы женщина, то норма по количеству висцерального жира укладывается в объем талии в 80 см. Если значение больше, скорее всего, у вас есть абдоминальное ожирение. В случае, если вы мужчина, обхват талии не должен превышать 94 см. Опять же, если больше, абдоминальное ожирение присутствует. Висцеральная жировая ткань – это самый крупный и активный эндокринный орган в теле, и эта ткань выделяет больше 600 разных сигналов. Ученые называют их адипокины, которые при небольшом количестве жира выполняют массу полезных функций, но при избытке жира возникают сбои. Все эти сигналы адипокины можно условно поделить на 3 команды. Первая команда – это защитники. Они оберегают наше сердце и сосуды. Но вот беда – избыточный жир подавляет их выработку. Вторая команда – резерв. Они тоже защитники, но их сил просто не хватает, чтобы справиться с проблемой. И, наконец, третья команда – агрессоры. А вот их-то как раз висцеральный жир производит в промышленных масштабах. Эти агрессоры вызывают по всему телу воспаление и повреждают сердце. И исследования подтвердили, что если уменьшить количество висцерального жира, то этих вредоносных сигналов станет радикально меньше, тем самым восстановится работа сердца и других органов, пройдет инсулинорезистентность. И тут возникает резонный вопрос. Как его убрать? Жир не уходит только с одной конкретной точки. Ты худеешь целиком, полностью, телом. У одних людей сначала худеет лицо, у других руки или ноги, а вот проблемная зона, да, это проклятие, уходит в самую последнюю очередь. И вот почему столько людей не доходят до конца. Потому что вы садитесь на диету, мучаете себя тренировками, у вас уже лицо похудело, ноги похудели, уши даже похудели, а живот как был, зараза, так и остался. И вы просто не доходите до конечной точки. А здесь нужно просто не сдаваться и продолжать. И рано или поздно тело возьмет жир даже из самых неудобных, проблемных мест. Проводилось крупное исследование, которое подтвердило, что когда вы тренируетесь чаще, висцеральный жир сжигается быстрее. А вот с дефицитом калорий такой истории нет. То есть если вы урежетесь очень сильно по рациону, это напрямую не будет значить, что висцеральный жир будет уходить быстрее. Скорее наоборот, вы будете находиться в сильном стрессе, из-за которого быстрее сорветесь и вновь слезете с диеты и будете переедать. Есть в спорте такой показатель мощности и предельной работоспособности, как МПК, то есть максимальное потребление кислорода во время физической активности. Например, средняя по интенсивности нагрузка с частотой пульса 110-130 ударов в минуту оценивается как 50-55% от МПК. На интенсивности в 55% от МПК вклад жиров и углеводов будет примерно равный. При этом вырастет расход всех источников энергии. Жирные кислоты и глюкоза плазмы, плюс жиры и гликоген мышц. А если поднять интенсивность до 75% от МПК, то вклад жиров резко снизится, а вклад производных углеводов, глюкоза и гликоген, также резко повысится. А почему? А потому что углеводы более эффективны, чем жиры. Именно поэтому в момент низких нагрузок мы используем жиры, а в момент максимальных акцент смещается на углеводы. Таким образом, при интенсивных нагрузках вы сожжете больше энергии, то есть внесете больше вклад в жиросжигание. Но при низкоинтенсивных вы сможете тратить энергию дольше, что приведет к такому же эффекту. Если вы кайфуете от силовых тренировок, в таком случае оптимальнее всего тренироваться 2 раза в неделю в силовом режиме и добавить одну кардиотренировку высокой интенсивности. Если силовуха вам совсем не нравится, оставьте одну тренировку для поддержания мышечного корсета и 2 тренировки с высокой интенсивностью по кардионагрузке. Не так важно, какой вид энергии мы расходуем на тренировке, не важно, в каком диапазоне ЧСС мы работаем, главное, каким способом и в каком количестве мы компенсируем этот расход после и насколько нам комфортно держать отрицательную калорийность, чтобы дефицит покрывался из жирового депо, а не через пищевое технологическое отверстие подачи калорий. И да, тут стоит добавить, что генетические причины ожирения бывают лишь у 1% из 100. Поэтому если вашу талию можно измерять в любом месте, то дефицит калорий и регулярная физическая активность сотворят маленькое чудо. Это база. И уже на нее полезно будет добавить массажи, бани, пробиотическое питание, нормальный режим сна, дыхательные практики, техники снижения стресса и прочее. Я надеюсь, мы смогли с коллегами донести до вас идею, что жир в теле не просто лежит, он разрушает все тело. Я говорю в первую очередь, конечно, о висцеральном жире. Бодипозитивность при избытке веса – это самообман, приводящий к серьезным проблемам со здоровьем. И если вы живете в Черногории, то можете обратиться ко мне. Я провожу индивидуальные функциональные тренировки, делаю лимфодренажные, висцеральные массажи, миофасциальный релиз, помогаю разобраться с пробиотическим питанием.